Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, да. Такая вот новая палитра у меня появилась. И, естественно, с новым узорчиком. Сразу вам хочу напомнить, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, вяжите из своей пряжи, а не только из такой, которую показываю я. Ну, а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Итак, новички, кто еще не знает такие ниточки, смотрите. Alize, Baby Wool, смотрите, видите? Еще и Bambo написано. Итак, сразу же цвет 128. На камеру передается насыщеннее, так он чуть-чуть поспокойнее. Идем дальше. Что здесь по составу? В 50 граммах находится 175 метров. Это 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. На ощупь очень-очень мягко, очень приятный. И нам здесь советует производитель: берите крючок от единички до троечки. Ну, в зависимости от узорчика, в зависимости от вашей плотности вязания, да. Я, смотрите, беру троечку. Я вязала данную пряжу троечкой, поэтому я сегодня остановлюсь на троечке. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, смотрите, какую вам рекомендуют крючок, и подбираете под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я наберу 4 раппорта, это получается 32 воздушные петельки, и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы, как всегда, набираете столько, сколько вам необходимо. Угу. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я, получается, набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как и во многих узорчиках, я сделала вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, потому что нам нужно будет пропускать большое количество воздушных петелек в узорчике, чтобы новички не запутались. Угу. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так мы будем в каждую петельку цепочки нашей нырять и провязывать столбики с накидом. Дальше в узорчике мы не запутаемся, потому что в столбиках мы точно не запутаемся, правильно? Вот, поэтому подготавливаем себе, так скажем, вспомогательным рядом столбики с накидом в каждую петельку цепочку. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть, если у меня 33 воздушные петельки, значит, должно получиться 33 столбика. Все, несложно. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно, да, до конца ряда. Несложно, у вас получится. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Приступаем теперь непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. В столбиках пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Пропускаем в столбиках 1 столбик. И в следующий столбик столбик без накида. То есть такая как бы маленькая арочка получилась. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же опять возвращаемся и провязываем столбик с накидом. У нас сформировалась как бы вот такая вот рогаточка, да? В самом начале ряда это та же самая рогатка, просто мы ее сделали чуть поменьше. Угу. Далее идет повторение. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем в столбиках 2 столбика. Раз, два.
в третий столбик столбик без накида. Дальше воздушная петелька. В столбиках пропускаем один столбик и в следующий опять столбик без накида, то есть маленькая арочка. 2 воздушные петельки, пропустили 2 столбика и в третий опять рогаточку провязываем. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. И вот так вот вы шагаете, чередуете рогатка, арочка, рогатка, арочка, рогатка, арочка до конца ряда. Угу. Не сложно? Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот я провязала до конца ряда. И получается ряд у нас заканчивается точно так же, как и начинался. Просто 2 столбика с накидом. И смотрите, здесь я сделаю вот так вот воздушную петельку, подтяну ниточку и оставлю свою голубую ниточку, потому что я буду переключаться на новый цвет. Ну, пусть в моем случае это будет белый цвет, да. Я думаю, что данный узорчик именно в нескольких цветах будет выглядеть намного симпатичнее. Итак, для начала я сделаю просто петельку фиксации. И смотрите, какая еще особенность. Я начну провязывать данную ниточку беленькую не там, где я закончила голубую, а наоборот с нового ряда. Почему? Потому что у меня будет каждый ряд нового цвета. Ну, вот такая вот задумка дизайнера. Итак, помните, у нас здесь было 3 петельки подъема. Я вот в третью петельку, получается, вот так вот нырну, так, подтяну, получается, свою ниточку, вот так вот соединительной петелькой, раз, все, я присоединилась. Что у меня по узорчику? У меня по узорчику воздушная петелька, и сюда же я провязываю в эту же петельку столбик без накида. Далее 1 воздушная петелька. Теперь смотрите, вот мы делали маленькую арочку из одной воздушной петельки, помните, да? Я вот в эту арочку буду нырять. Итак, накид, нырнула в арочку, вытянула ниточку, провязала 2 петельки, стоп, держу на крючке, накид, опять нырнула в арочку, вытянула ниточку, провязала 2 петельки, стоп, держу на крючке. Теперь 3 петельки провязываю вместе, 1 воздушная. Получается 2 столбика с общей вершиной. Провязываю точно так же еще 2 столбика с накидом с общей вершиной. Раз, сюда же 2, и получается все 3 петельки провязываю вместе. Оп, опять воздушная петелька. И третий раз сюда точно так же делаю, как бы лепесточки будут у нас, да, назовем их лепесточками. Раз, 2. И смотрите, получается опять 3 петельки провязываю вместе. Оп, все. Вот такая картина, то есть 3 лепесточка. Раз, 2, 3. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Перепрыгиваем вот нашу рогаточку полностью до маленькой арочки. И в маленькую арочку опять провязываем 3 таких же лепесточка. То есть 2 столбика с накидом провязываем не до конца, а затем с общей верхушкой их, оп, соединяем. Воздушная петелька. Опять точно так же 2 лепесточек. Раз, сюда же 2, и все 3 петельки вместе, воздушная петелька, и третий раз, раз, нырнули, 2, нырнули, и все вместе провязали. Оп, вот опять получается наши 3 лепесточка. Опять сделали 3 воздушные петельки, раз, 2, 3, перепрыгиваем нашу рогатку и в следующую вот эту маленькую арочку провязываем точно такие же 3 лепесточка. Понятно, да? То есть такая вот картина у вас будет. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала свой ряд беленькими ниточками, свои вот эти вот маленькие лепесточки, да? Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наши последние 3 лепесточка. Я здесь делаю по узорчику 1 воздушную петельку. Далее, помните, у нас здесь были 2 столбика. Первый столбик я пропускаю, к верхушке второго столбика присоединяюсь, вытягиваю ниточку беленькую, но провязывать я буду синенькой. То есть я ввожу крючок в петельку, петельку подтягиваю и этой же петелькой провязываю 2 последние петельки беленькой ниточки. Все, я переключилась на голубую, видите? По узорчику 3 воздушные петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же в столбик без накида провязываем наш столбик с накидом. Есть 2 воздушные петельки. Раз, 2. Теперь смотрите, вот наши лепесточки, да, и между лепесточками находится по одной воздушной петельке, такие вот арочки. Нырнули в арочку первую, провязали столбик без накида. Далее воздушная петелька, пропустили лепесточек и в следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида.
Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. А теперь смотрите внимательно. Накид. И мы должны будем с вами провязать. Смотрите, опускаемся аж к синей рогаточке. Вот, в синюю рогаточку. Оп. И захватываем, получается, и беленькие наши 3 воздушные петельки. И провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. И опять возвращаемся, опускаемся к синей рогаточке. Синенькой, голубенькой. И провязываем еще один столбик с накидом. У нас формируется вот такая вот рогатка. Угу. Далее 2 воздушные петельки. И опять, смотрите, переключаемся в арочку между лепесточками, столбик без накида, 1 воздушная петелька и в следующую арочку опять столбик без накида. 2 воздушные петельки и опять провязываем такую же рогатку, как мы только что провязывали, опускаемся до синей рогаточки и провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька и столбик с накидом сюда же 2. Если внимательно присмотритесь, то смотрите, наша синяя ниточка повторяет первый ряд. Видите, тут тоже была рогатка, тоже была маленькая арочка, рогатка, маленькая арочка. Давайте самостоятельно до конца ряда повторяйте полностью первый ряд. Не сложно? Не сложно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала до конца ряда. Помните, начинали мы ряд 2 столбиками с накидом. И точно так же здесь 2 столбика с накидом. Вот предыдущий, получается, столбик без накида предыдущего ряда беленького. Точно так же я делаю, смотрите, вот так вот петельку. И получается ее подтягиваю. Синюю ниточку оставляю и переключаюсь точно так же, как и в предыдущем, да, в беленьком ряду, на беленькую ниточку. То есть там, где у нас 3-я петелька подъема была, вот, видите, нашего, получается, синенького столбика, 3-я петелька. Я ныряю в петельку и аккуратненько подтягиваю ниточку. Сильно не тяну, чтобы край не зажулькать. Воздушная петелька и сюда же столбик без накида. Далее воздушная петелька, накид. И вот опять наша арочка. Маленькая-маленькая. Мы в нее ныряем и провязываем точно такие же 3 лепесточка. 1 столбик с накидом не до конца провязали. 2 столбик с накидом не до конца провязали. 3 петельки вместе, воздушная. 2 лепесточек точно так же. 2 столбика с общей вершиной. 1, 2 и вместе провязали 3 петельки. Оп, воздушная петелька. И 3-й раз точно так же. Сюда же в арочку нырнули и провязали 1 столбик не до конца, 2 столбик не до конца и 3 петельки вместе. Оп. И опять, помните, да, как мы делали в предыдущем ряду? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять перепрыгиваем вот нашу рогаточку в следующую арочку и будем провязывать точно такие же 3 лепесточка. Поняли, да, принцип? Получается, синенький ряд будет одинаковый с синеньким, беленький с беленьким. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот опять я провязала лепесточки. Так, как мы заканчиваем ряд. То есть после последнего лепесточка делаем воздушную петельку и присоединяемся вот ко второму столбику. Первый, второй, ко второму столбику присоединились, вытянули ниточку. И точно так же провязываем, получается, синенькой, голубенькой ниточкой, как мы делали это в предыдущий раз. Да? Оп, и переключаемся на новую ниточку. Вы в данном случае можете переключаться на совсем другой цвет, да? То есть, а у меня будет такой вот двухцветный узорчик. Все. И обратно, получается, я пойду синенькой ниточкой точно так же, как я провязывала 1, 3, 5, 7, 9 и так далее. Все нечетные ряды. Потом опять переключусь на беленькую. То есть 2, 4, 6, 8, 10 и так далее буду провязывать беленькой ниточкой. У меня будет беленькая ниточка лепесточки. А рогаточки будут синенькой. Все, несложно. Вот вам весь узор. Красота, красота. Вам для вашего самоконтроля я сюда прикладываю схемку. Будете смотреть, сами себя контролировать. Для тех, кто умеет работать со схемкой. Кто не умеет работать со схемками, смотрите, мы с вами уже все провязали. Теперь загляните в схемку, посмотрите, как обозначаются столбики, как обозначаются воздушные петельки. То есть, как это все провязывается. И вы все поймете. И поймете, что схемка это не так уж сложно. Ну что, давайте провяжем несколько рядочков. Увидим всю красоту, прелесть узорчика. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Вот такие вот вертикальные получаются у нас полосочки из веерочков и из рогаточек. Узорчик двусторонний. Выбираете любую сторону, она у вас будет лицевая. В топике или в маечке или в кофточке или в кардиганчике, в палантинчике или пробуйте из любой пряжи, из толстой, из тонкой, из летней, из зимней. В любом случае будет шикарно смотреться.
Ну, естественно же, пробуйте из секционной, из меланжевой, из одноцветной, да, не обязательно, как я, 2 цвета взяла. Берите одноцветную пряжу, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Я надеюсь, у вас все получится. Так вот тянется в моем случае из моих ниточек. Вот так вот, видите, то есть чуть-чуть тянется. Давайте замерим. Я сегодня, получается, набирала 33 воздушные петельки. Если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, допустим, да, то в моем случае это получается, ну, вот 14,5 сантиметров, это точно. И тут получается, смотрите, первый ряд у нас наборный, да, и получается, если мы будем считать по веерочкам и по рогаточкам, да, вот, это получается 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и первый 15. Смотрите, как ровно заканчивается вязание. Вы можете провязать столбиками с накидом, да, и у вас будет ровненько. Так, это у нас, смотрите, 11 сантиметров, прям впритык, прям тютелька в тютельку, да. Вот, как вам? Конечно, узорчик, смотрите, вы можете перевернуть. Он у вас может смотреть вниз. Видите, веерочки смотрят вниз. Вот так вот издалека, если посмотреть, что какие-то интересные такие зимние орнаменты, мотивы, да? Ну, если этим цветом, конечно, вязать. Если любым другим вязать, обязательно пробуйте, то будет что-то другое интересненькое. Как вам? Вязали данным узорчиком? Я думаю, да, потому что узорчик не новый. Угу. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, какими ниточками, что у вас получилось. Если еще не вязали, подбрасывайте идейки в комментарии. Договорились? Будем читать и вдохновляться. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите и смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.